Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши подписки, лайки, комментарии, отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давно-давно работали, но и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с такими ниточками, смотрите, называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Вот такое вот интересное секционное окрашивание. Видите, и беленький есть, и розовенький цвет есть. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Нам здесь советуют производители брать крючок, смотрите, вот, от двоечки до четверочки. По составу пряжи это 80% акрил, 20% это шерсть. И цвет пока не забыла. Правильно называется Angora Gold. Видите, батик. Цвет 6620. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Поэтому я сегодня беру крючок номер 3. Вы берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я, берите свою пряжу. Все узорчики универсальные, и при разной пряже они выглядят по-разному, поэтому пробуйте, экспериментируйте. Самое главное, правильно подберите крючок, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка очень хорошего качества, отлично читается, плюс ко всему она еще и цветная, так что вы все разберетесь. Те, кто умеет работать со схемками, работайте. Ну, а кто не умеет, повторяйте за руками и обязательно следите за схемкой. Тогда вы поймете, где какой элемент как обозначается. И сразу научитесь работать со схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек и 1 петелька, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку. Вы набираете в свою очередь, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, я рекомендую новичкам сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. В следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Вот так вы идете по каждой петельке нашей цепочки, ничего не пропуская, и в каждую петельку провязываете столбик с накидом. И все, это вот будет такой весь ряд. Самое главное, сами себя контролируйте. Считайте количество столбиков, которые вы вяжете. Количество по итогу столбиков должно быть равно количеству петелек в цепочке, которые вы набрали. В моем случае, например, если я набрала 31 воздушную петельку, у меня будет 31 столбик с накидом. Понятно, да? То есть несложно. Вот эти вот первые 3 петельки, которые вы провязали, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков уже провязали. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно у вас получится. И в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, по узорчику сделаем воздушную петельку, поворот, и сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька, будьте внимательны, накид. Пропускаем здесь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И вот теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп,
У нас получается 2 столбика с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Сюда же, в этот же столбик нырнули и провязали точно так же 2 столбика с общей верхушкой. Первый столбик провязали 2 петельки, стоп. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки все вместе. Оп, еще получается. Ну, как бы назовем лепесточки, да, у нас получается. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же провязываем третий лепесточек. Первый столбик с накидом не до конца, стоп. И второй столбик с накидом не до конца, стоп. 3 петельки вместе. Все, третий лепесточек готов. 2 воздушные петельки. Точно так же сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем четвертый лепесточек. Раз. Накид сюда же. 2. И все 3 петельки вместе. Оп. Вот 4 лепесточка. 2 воздушные петельки. Раз, два. И последний, пятый лепесточек сюда же провязываем. Первый столбик не до конца. Второй столбик не до конца. Все 3 петельки вместе. Вот у нас получился вот такой веерочек, состоящий из 5 вот таких вот лепесточков. Угу. Воздушная петелька. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый провязали столбик без накида. Красота? Красота. И несложно. Дальше идет повторение вот от этого столбика. Поняли? Вот он столбик. Воздушная петелька. Накид. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый. В пятый провязываем все наши лепесточки. Раз, два и 3 петельки вместе. Оп. Первый лепесточек готов. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же. Второй лепесточек. Раз, два. И все 3 петельки вместе. Оп. Видите, второй лепесточек. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же. Третий лепесточек. Раз, два. И провязали 3 петельки вместе. Оп. 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же четвертый лепесточек. Раз, два. И все вместе. Оп. 2 воздушные петельки. И последний пятый лепесточек. Раз, два. И все вместе. Оп. Угу. Воздушная петелька. 4 столбика пропустили. Раз, два, три, 4. И в пятый провязали столбик без накида. Все. И вот так вот вы шагаете, провязываете до конца ряда. Давайте самостоятельно провяжете, потому что несложно и у вас получится. Договорились? Давайте, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки с лепесточками. Все ровненько, аккуратненько, как заканчиваем ряд. После последнего лепесточка воздушная петелька. Так, теперь пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. И там, где у нас были петельки подъема, вот в последнюю петельку подъема провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого мы набрали 5 воздушных петель. Понятно, да? Далее смотрите, что мы делаем. Вот наши арочки между лепесточками. Мы вот в первую арочку нырнули и провязали столбик без накида. Вот такая картина. 2 воздушные петельки. Раз, два. В следующую арочку по порядочку нырнули, столбик без накида. 2 воздушные петельки. В следующую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. И в следующую арочку столбик без накида. Все, несложно. Вот такие вот малюсенькие у нас получились арочки, миниатюрные. Дальше. Как только мы с вами провязали в последнюю арочку, видите, между четвертым и пятыми нашими лепесточками, делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И сразу же переключаемся, полностью все перепрыгиваем, переключаемся в арочку между первым и вторым лепесточками. Вот, нырнули и опять провязываем столбик без накида.
2 воздушные петельки, раз, два, в следующую арочку, столбик без накида, 2 воздушные петельки, раз, два, в следующую арочку, столбик без накида, 2 воздушные петельки, в следующую арочку, столбик без накида. Понятно? Вот, маленькие у вас получились такие вот арочки, 3 штучки их. Опять делаем 5 воздушных петелек, раз, два, три, 4, 5. И сразу же переключаемся, перепрыгиваем к следующим лепесточкам. Вот между первым и вторым в арочку. Оп, столбик без накида. Поняли? Вот такая картина получается. Давайте до конца вместе уже провяжем. 2 воздушные петельки в следующую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки в следующую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки в следующую арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки и заканчиваем вязание вот в столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом. Угу. Все, давайте дальше. Так, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. Накид. Теперь вот в эту маленькую арочку из 2 воздушных петелек нырнули и провязали столбик с накидом не до конца, 2 петельки стоп, накид, сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп, и теперь 3 петельки провязали вместе. Вот наш лепесточек, 2 воздушные петельки, раз, два, и еще один лепесточек сюда же в эту арочку. Столбик с накидом раз, не полностью, столбик с накидом 2, не полностью, и 3 петельки вместе. Вот. И у нас как бы получилась половинка нашего веерочка вот из столбиков. Видите? Вот он, веерочек. А здесь как бы половинка. То есть мы его сместили немножечко. Идем дальше. Воздушная петелька. Вот наши 3 арочки. Раз, два, три. Так? И в центральную арочку мы провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Теперь перепрыгиваем вот в эту большую арочку и в нее будем провязывать вот этот вот веерочек из лепесточков. Итак, накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп, 3 петельки вместе. Первый лепесточек готов. 2 воздушные петельки, раз, два. Накид, сюда же нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп, и 3 петельки вместе. Оп, второй лепесточек, 2 воздушные петельки. Третий лепесточек сюда же провязываем, вы уже умеете, да? Раз, два, 3 петельки вместе. Оп, 2 воздушные петельки, раз, два, четвертый лепесточек сюда же. Раз, два, и 3 петельки вместе. Оп, 2 воздушные петельки и последний наш получается лепесточек, раз, два и 3 петельки вместе. Оп, вот, в данном случае у нас получился вот такой вот веерочек из лепесточков. Угу. Одна воздушная петелька и вот опять наши 3 арочки, и мы именно в центральную арочку провязываем столбик без накида. Понятно? Давайте вы самостоятельно провяжете вот в эту арочку наши 5 лепесточков, а в конце ряда, когда дойдете, я вас встречу. Договорились? Получится красота. Все, встречаемся в конце ряда, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали с вами веерочки, так, и помните, мы начинали ряд, получается, у нас был половинка веерочка, в арочку 2 лепесточка, и здесь точно так же. Вот наша арочка маленькая, в нее провязываем 2 лепесточка, так. И когда провязали 2 лепесточка, делаем 2 воздушные петельки, накид, и там, где у нас были 3 петельки подъема, вот в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же провяжем столбик без накида. Далее 1 воздушная петелька и шагаем по арочкам. В арочку провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки, в следующую арочку столбик без накида. То есть так, как мы провязывали с вами вот над арочками во втором ряду, да?
Вот, дальше, смотрите. Мы должны перепрыгнуть все до следующего, получается, веерочка с лепесточками. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Перепрыгнули в первую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. Во вторую арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки. В третью арочку столбик без накида. 2 воздушные петельки и в четвертую арочку столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. То есть поняли, да? Мы с вами повторяем наш узорчик, именно второй ряд. Мы точно так же провязывали арочки. Помните? Здесь то же самое, просто смещено в шахматном порядке. И все. А так все то же самое. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот провязали мы до конца ряда. Как мы заканчиваем? Какая особенность? Вот мы провязали большую арочку, да, из 5 воздушных петелек, столбик без накида, 2 воздушные петельки и в следующую арочку столбик без накида. И заканчиваем одной воздушной петелькой. И там, где 3 петельки у нас были подъема, в третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Теперь воздушная петелька и переключаемся сразу же вот в большую нашу арочку и начинаем провязывать здесь лепесточки. Первый лепесточек, оп, готов. 2 воздушные петельки, второй сюда же лепесточек, оп, готов. 2 воздушные петельки и третий провязываем сюда же, оп, готов. 2 воздушные петельки, четвертый, провязали, 2 воздушные петельки и сюда же пятый. Готово. Вот опять очередной веерочек, состоящий из 5 лепесточков, точно так же, как вот в первом ряду, да? То есть мы вернулись опять в наш веерочек над веерочком. Воздушная петелька, и вот в центральную арочку у нас их 3, раз, два, 3, вот во вторую центральную столбик без накида. Поняли, да? То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика, дальше только повторение. То есть вы опять провязываете веерочки, возвращаетесь арочками. Потом сдвигаетесь в шахматном порядке, как вот в третьем ряду. Веерочки, возвращаетесь арочками. Потом опять возвращаетесь, как мы в первом ряду провязываем, да, и как провязываем, получается, в третьем ряду. Все, ничего сложного, согласитесь. Все, давайте самостоятельно до конца ряда увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. У меня получилось, что цвет переходит вот от такого нежно-нежного изумрудно-голубого до беленького и постепенно совсем уходит на белый цвет. Ну, в дальнейшем, на следующих узорчиках, да, мы посмотрим, как будет переходить обратно. От белого цвета к такому нежно-нежно-изумрудному и потом к розовенькому. Итак, вот что по итогу получается. Я думаю, что необычно, красиво, неважно, секционная ли пряжа, да, либо одноцветная пряжа. Может быть, вы в 2 цвета будете вязать, то есть на ваше усмотрение. Вот, узорчик у нас получается двусторонним. Но в первую очередь, конечно, если двусторонний, то идет в голову палантин, правильно? Но опять же, он такой дырявчатый. То есть, смотрите, из летних ниточек очень отлично будет смотреться, наверное, туничка. Парео летнее такое, да. Ну, естественно, шмаечки, летние тунички тоже будут хорошо смотреться. Шарфики, если это будет демисезонная зимняя пряжа, тоже отлично будет смотреться. Не забывайте поворачивать узорчик. Веерочки могут смотреть вниз, могут смотреть вверх. Из моей пряжи вот так вот тянется и вот так вот тянется получше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. То есть пробуйте, экспериментируйте. Давайте замерим мою красоту. Я набирала 31 воздушную петельку. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, у всех все по-разному. У меня вот, смотрите, 17 сантиметров. 17. И здесь получается у нас веерочки и арочки, да, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И здесь получается всего лишь пока только один ряд, 13. Ну и самый первый наборный вспомогательный 14. Давайте замерим по самой высокой точке.
Это получается вот 13-13,5 сантиметров. Как вам? Узорчик легкий, на самом деле очень легко и быстро вяжется. И еще смотрите, какой момент. Вы здесь вот в веерочках, да, можете делать столбики, например, с 2 накидами или с 3. Он у вас будет еще выше, еще больше, и расти будет быстрее, и будет более воздушный, легкий. Смотрите, либо опять же наоборот, вы можете здесь сделать не по 2 столбика, а по 3, по 4, да, чтобы пышные столбики, такие, скажем, были, ну, более такими бубочками выглядели. Вот. То есть, когда принцип узорчика поймете, вы уже можете сами экспериментировать, как вам душа пожелает, как вам угодно. Правильно? Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок, и нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Не забывайте заглядывать в плейлисты на главной странице канала. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Заглядывайте, смотрите, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.